Первый сюрприз нас ждал летом, когда в 2 часа утра уже светло. Эта жизнь теперь явно не для сов. Жители восточных областей Казахстана уже почти год пытаются адаптироваться к новому времени. Власти страны решили, что станет удобнее, если вся республика будет жить в едином часовом поясе. Вот если мне удобно жить в двухкомнатной квартире, да, давайте теперь всю страну переформатируем, поселим только в двухкомнатную квартиру. Вот мне же удобно. Казахстан занимает 9-е место среди стран мира по площади. Раньше тут было 2 часовых пояса. С марта этого года из 20 миллионов казахстанцев примерно половина погрузилась в непривычный ритм жизни. Я засыпаю поздно, и, соответственно, я ложилась тогда, когда уже было светло. Странно, да? Это очень странно, потому что ты не можешь уснуть до 6. Как будто вот, в этот момент, потому что голова твоя, она видит, что за окном светло уже. Чтобы убедиться в правильности своего решения и изучить влияние изменения часового пояса на казахстанцев, власти страны намерены потратить более $300 тысяч на 3-летнее исследование. Наверное, нужно было до этого спрашивать у людей их мнение, а не после, да? И надо было исследовать до этого, а получается, что мы перевели и посмотрим, как на вас это отразится, да? То есть как подход, да, это подход, как, не знаю, как будто мы какие-то подопытные кролики, над нами эксперименты проводить. Осенью Серикжан Ахмеджанов подал в суд на правительство Казахстана. Так он пытается привлечь внимание властей к тому, что их решение спорно, и добиться возвращения прежнего распорядка жизни. А юрист Алексей Башков считает, что вопрос сдвинется с мертвой точки только когда люди начнут требовать возмещения убытков. Если поставить вопрос возмещения убытков, я думаю, умный человек поймет, что лучше вернуть все как было, нежели компенсировать вред. Активисты одного из восточных городов, Усть-Каменогорска, не устают говорить в соцсетях о неудобствах, связанных со сменой часового пояса. Сейчас внимание к теме велико, но, по их словам, когда повестка сменится, проблема восточноказахстанцев уйдет на второй план, а они останутся с ней один на один. Говорят, что у нас мнение народа считается, нифига не считается. Вы каждого из нас спросите, и любой скажет, что именно дневное время украли у нас. Усть-Каменогорск из-за того, что Устье каменный город стоит тоже как в чаше из гор по типу Алматы, наверное, поэтому вы могли здесь не только заметить, что рано темнеет, но еще и смог. Вот последние дни был, да, читали новости, сильное загрязнение воздуха. Про Усть-Каменогорск в последнее время СМИ пишут действительно часто. Самый крупный город на востоке Казахстана и главный центр цветной металлургии страны привлек внимание не своими промышленными успехами, а из-за решения республиканских властей изменить ход времени. Не создают видимость того, что они слушают. Они рассматривали петицию, да, недавно у нас появился закон, который позволяет нам, наконец, собирать петиции, да, официально. Организована рабочая группа, в том числе вот из Усть-Каменогорска, да, были люди, которых включили в нее. Журналисты тоже освещали, как это все происходило. Сказать-то ничего не дали, тем более людям и не хочется ничего слышать, они хотят, чтобы просто это отменили, да. В Казахстане 17 областей, и только 5 из них жили в часовом поясе +5. То есть, чтобы синхронизироваться с всемирным координированным временем, которое принято называть UTC, в их регионах стрелки часов переводили на 5 часов вперед, в остальных областях на 6. С 20 марта этого года власти страны утвердили единый пояс +5. В итоге, теперь в зимнее время у жителей восточных областей темнеет уже в обед. Вы же находитесь сейчас здесь, но это не самый восток страны и Восточно-Казахстанской области. Есть регионы, где и в 3 уже темнеет. То есть Катон-Карагай, там тот же Ридер.
Блогер и активистка Александра Осипова всю жизнь живет в Оскемене. Это новое прочтение названия города. Многие продолжают называть его по-старому в силу привычки, но недопонимания не возникает. Тем более сейчас, когда люди пытаются оспорить куда более серьезные изменения в их привычном укладе. Я хотела провести шествие, знаете, с фонариками. Ну, как-то интересно это обыграть. Вот. Но недавно пришел мне ответ. Там я якобы не соблюла какие-то нормы. Ну, в общем, сейчас стандартная отписка. В принципе, мы... Ладно, сейчас... Вам отказали, да? Да, потому что я якобы не предоставила регламент, ну, вот этого шествия. Активисты уже расписали каждый свой шаг в запланированном пикете и снова направили документы на согласование местным властям. Юрист Алексей Башков пытался получить от правительства результаты экономических, медицинских и других научных исследований, которыми бы можно было объяснить решения властей. Обращался для этого в суд, но так ничего и не добился. Сейчас мы собираем данные об ущербе. Ну, каждому субъекту, естественно, нужно свой ущерб обосновывать. У одних одно, у других другое. У меня это, в частности, получается, ущерб здоровью, нужно проходить обследование. По электричеству, пережог энергии. То есть надо собирать квитанции, не квитанции, а детализацию расходов по электроэнергии за аналогичный период прошлый, а потом в гражданском порядке, как к причинителю вреда, обращаться с иском к министерству. Он сам намерен пройти обследование и подать иск о возмещении вреда здоровью. И сделать так, по словам юриста, может каждый, кто ощущает недомогание, понес моральный или материальный ущерб от того, что теперь приходится жить, учиться и работать в новых условиях. Чеснок, соль, все вот так все обрабатывали, все приготовили же. Вот. Вот. Жир сколько, кому как надо, так положим жир. Кому-то жирный, кому-то не жирный надо будет. И тут делаем кишку, на кишку пить. Вот смотрите. Вкуснятина, да? Да. Она должна вариться? На медленном огне 2,5-3 часа должна. Чем колбаса кушать, натуральное мясо. Ну, на завтрак утром. Конина с жирком в кишке называется козы. Это один из любимых деликатесов Центральной Азии. Такая порция вытягивает на килограмм с небольшим и стоит примерно $10. Все заготовки Шанкар делает сам. На рабочее место приезжает уже к 6 утра. Нам неудобно. Если смотреть на время, то в 3:30 уже темно. Работать неудобно совсем. По словам продавцов, поток покупателей ощутимо уменьшается уже с наступлением сумерек. По всей видимости, идти отовариваться в темноте хочется меньше всего. Людей тянет домой отдыхать. Но есть и те, кому перемены не принесли серьезных неудобств. Нам какая разница, мы приходим, рады, мы работаем здесь. Главное, мы живы, здоровы, мирно, дружно работаем со всеми людьми. У нас Россию закупает со всеми, это район, со всеми Казахстан приходит, заказывает, мы им передаем, посылаем, все делаем. То есть это не повод грустить? Нет, это не повод грустить. Надо позитивная всегда быть. Надо, мы людьми работаем, это я люблю. Я, наоборот, дома не могу места находить. Хочу на работу быстро бегать. Нормально все. На жизнь хватает, на хлеб хватает. Супер. Если я скажу вам мало, вы же мне не дадите деньги, правильно же? Поэтому каждый клиент для нас, это мы дороже, любим всех.
Сейчас на часах 15:30. Это время в Усть-Каменогорске. И, как вы видите, по включенным фарам у машин уже в городе наступают сумерки. Еще полчаса и будет настоящая темнота. Если бы жители Усть-Каменогорска жили бы по своим старым правилам и по старому времени, то у них было бы уже 4:30 вечера. Ерсултан рассказывает, что в последние недели к ним приезжает как никогда раньше много журналистов. Не только из разных уголков Казахстана, но и из соседних республик. Чувствуется и сплочение народа в этом вопросе. И тем не менее, несмотря на протестные настроения людей, пока нет предпосылок, что ситуация сможет поменяться. У нас же в Казахстане так, чтобы что-то поменялось, обычно что-то серьезное происходит. Вот. И я предполагаю, что если пока не произойдет что-то серьезное, у нас изменений в этом направлении не будет. Например, что может быть? Ну вот, пример можем привести то, что начали же уделять внимание, когда умерли дети, несколько детей в одной семье, начали уделять внимание многодетным. То же самое я могу сказать о том, что если время у нас поменяется, и точно так же, может быть, в связи со временем будут какие-нибудь там трагедии, ДТП. Если это будет, да, участившиеся такие случаи, я думаю, это может привести к таким исходам. Комментарии от местных властей мы получить не смогли. Они объяснили, что не уполномочены говорить о решении правительства. Официальная же позиция исполнительного органа власти гласит: на единый часовой пояс перешли, чтобы устранить временные барьеры между жителями разных регионов, улучшить координацию транспортных коммуникаций и взаимодействие госорганов. У нас, получается, есть подозрение, что, может быть, кому-то выгода может тоже быть разная. Кто-то захотел наследить в истории. Шли разные версии, что это все под строительство АЭС подразумевалось. Подвести, да. Каким образом? Шла речь, что дефицит энергии, перевести время, дефицит увеличится вроде как. И нужна АЭС для того, чтобы покрыть этот дефицит энергии. И такая версия ходит, и много других версий. Шығыста күні батқан жер көресің, уақыт деп шырылдаймыз терлегесін. Шакалып деген сауда министрі пысықсып ақыл айтат елгенесін. Аян – акын-импровизатор. Сложение стихов об актуальных событиях зачастую прямо на ходу. Вид казахского народного творчества. Аян тоже рассказывает о проблемах народа. Говорит, в этом году сочиняются рифмы исключительно на злобу дня. Конечные два строка. Наша страна и так-то уходит назад, пусть хотя время идет вперед. Все. Примерно такой смысл. Аян учит детей играть на дамбре, руководит национальной патриотической группой, проводит торжественные мероприятия, занимается этнотуризмом. И вот сейчас активно участвует во всех акциях протеста из-за изменения часового пояса в Восточном Казахстане. У нас мнения разнятся. Госслужащие выбрали придерживаться позитивного или равнодушного отношения. Возможно, они против смены часового пояса, но они хранят это в себе и не высказываются. Мы создали петицию, собрали более 50 тысяч подписей. Они должны были это рассмотреть, но они не стали. Показалось, что они махнули рукой на нас и наши требования, мол, что хотите, то и делайте, вы нам не указ. Ресторан, в котором часто выступает Аян, считается визитной карточкой Восточного Казахстана. Убранство в этническом стиле равнодушным не оставляет никого. Все здесь, будь то необычной формы люстры, ролл-шторы или стол, имеет свое значение. Интерес посетителей к деталям всегда есть кому поддержать.
На столе у нас как бы изображение здесь карта нашей, то есть наших рек, которые в Восточном Казахстане начинаются от Иртыша, то есть Зайсанского озера и дальше. То есть получается все реки, которые вот в Восточном Казахстане, они объединяются и составляют самую длинную реку Иртыш, да. То есть длина составляет 4248 километров, проходит через 3 границы, да, в Россию. То есть начинается с Китая, потом Восточный Казахстан, Казахстан и в Россию. То есть вливается в Карское море, дальше в Северный Ледовитый океан. Талышин работает менеджером зала. В ресторанном бизнесе она уже 15 лет и впервые сталкивается с тем, что у самого популярного ресторана в регионе остается много незанятых столов. Количество гостей в связи с тем, что вот темнеет быстро, поэтому как бы вечером у нас все равно ощущение, что пустого зала, полупустого зала, потому что как бы все равно уже люди торопятся домой и как бы, то есть допоздна уже не сидят. Часов в 11, в 10, например, у нас уже в зале почти никого не бывает. А раньше как было? Раньше до 12 были гости. До 12 мы, можно сказать, ближе к часу уже провожали гостей. А сейчас уже такого прям нет притока. Адаптироваться под новые правила сложнее всего семьям, где есть школьники, которые учатся во вторую смену. Тут не приходится выбирать, остаться дома или нет, так как на кону безопасность детей. У меня маленький ребенок, мне надо его со школы забирать, хотя он в 4 классе, он учится как бы недалеко от школы, да, до дома идти, но в любом случае уже темно на улице, и как бы ребенка надо забирать самим, потому что как бы не очень безопасная дорога, у нас там 3 светофора надо проходить ребенку, и как бы все равно уже он выходит без 26, и я уже должна быть в это время там и его забирать сама, как бы до дома везти. Уроков много задавали? Надо же сначала удостовериться, что как у нас дела с криминогенностью, как у нас дела с освещенностью, как у нас дела, готовы ли вообще мы к этому, да? Потому что у нас будет темнеть раньше. Готов ли конкретно город к тому, что будет темнеть раньше? Месяц назад Серикжан Ахмеджанов подал в суд на правительство Казахстана. Говорит, не требует никаких компенсаций, а только лишь возвращение прежнего часового пояса. Серикжан отмечает, что за последние годы жители восточных регионов потеряли уже не 1 час светового дня, а 2. У нас и в принципе перевода на зимнее время не было в Усть-Каменогорске. Вот у нас говорят, что по факту в географическом поясе мы находимся в 6-м. Мы и находились в 6-м, да. Давно уже вопрос был о том, чтобы нам переводить стрелки часов на зимнее время, да, чтобы рационально как-то световой день использовать. А вместо этого мы не то что не переводим, нам еще и наоборот плюс 5 сделали. То есть мы еще больше отстаем, получается, от фактического времени. Нам с министерства говорят, что мы якобы не образованные, непрофессиональные люди, ничего мы не понимаем, да, то есть неправильно как-то мы жили все эти годы. В Америке, допустим, они переводили летнее, до сих пор переводят летнее время, да, вот летнее, зимнее время они переводят до сих пор. Практически 40% стран так и делают, и причем достаточно развитых стран. Никто в чистом виде UTC не пользуется. Вот ни одна страна, вот кроме Китая взять, вот ни одна страна такой протяженностью 3000 километров у нас с востока на запад, ни одна страна в одном часовом поясе не живет. Но и опять же, да, такой парадокс возникает. Они говорят, вот мы от советского прошлого хотим уйти, теперь мы подражаем коммунистическому Китаю, мы тоже хотим 1 часовой пояс на всей территории страны сделать. Какая у вас погода шикарная по сравнению с городом. Да? В селе Бобровка в 40 минутах езды
от Оскимена почти все семьи держат домашний скот. Животные – это, конечно, не дети, шутят тут. Но из-за них теперь тоже приходится отпрашиваться с работы. Люди стремятся заняться хозяйством засветло. Вот сами смотрите, работа такая. Сейчас вот это я уберу. Если немного задержаться, то приходится собирать скот и выполнять прочую работу на хоздворе в полутьме. Также ранние закаты увеличили расходы фермеров. Скот, например, она как уже привыкла как-то раньше 7-8 часов заходить, а здесь уже 3-4 часа заходит, а утром уже начинает уже орать. Да, раньше времени уже. И с этими сравнениями и корм больше уходит, и они меньше наедаются, да? Да, на улице меньше наедаются, и приходится сюда таскать время еще это. Не исключено, что подорожают молоко и мясо, потому что помимо роста затрат на корм, крестьяне отмечают и увеличение сумм в счетах за электричество. С приходом зимы еще более значительное. Вот, раньше как-то мы 3000 платили, последнее время 7-8, потом до 15 тысяч дошло. Горит молочок. Ваше молоко, да? Да, домашнее что-то. Не только молоко, много чего домашнего у нас. Серикжан Идрышев работает сварщиком в фермерском хозяйстве, но в Восточном Казахстане он больше известен как активный оппонент власти. Говорит, пришел к этому после того, как столкнулся с невыполнением государством его законного требования. По словам мужчины, он много лет добивается получения положенных любому казахстанцу 10 гектаров земли на жилищное строительство. Первый раз он подал прошение в 2011 году. Так до сих пор участок и не получил. А чтобы это все понять, надо жить в деревне, прожить. А наши чиновники, которые сидящие, которые придумали вот этот весь дурдом вот этот, который, они сами ни разу никакой деревни не жили. Нам говорят, что свет якобы, получается, что нет разницы между как было и как есть. Но как нет разницы? Если рабочий день остался прежним, то получается свет ждется на час больше. Соответственно, раньше включается на час. А коммерческий тариф, он намного дороже, чем для бытового потребителя. Соответственно, все равно это на нас сказывается. Вот в такой темноте плюс водители, да, когда уже света нету, человек уже психологически готовится ко сну. Это внимание, реакция водителей, соответственно. Это в темноте можно что-то не увидеть, да, где-то попасть в ДТП. Да, но я мониторил социальные сети, в принципе, смотрел и наткнулся, что я сейчас точно источник не скажу, но можно это проверить, что у нас со слов Министерства внутренних дел, кто-то говорил, что на 90% выросло количество ДТП вследствие того, что у нас стало темнеть раньше. По закону Казахстана первая судебная инстанция должна рассмотреть заявление Серикжана Ахмеджанова в течение месяца. На этой неделе суду уже необходимо вынести вердикт. Мужчина подал прошение о том, чтобы заседание проходило онлайн. Мы не то, что боремся с правительством, являемся какой-то оппозицией. Просто есть какое-то конкретное решение, которое, как вот я считаю, принято группой людей, которая просто пролоббировала это, да, скажем так. Усть-каменогорцы впервые переживают зиму в новом часовом поясе. Какие настроения будут превалировать по окончанию сезона, пока сказать сложно. Люди привыкнут или станут еще более вымотаны и раздражены. Но Серикжан с женой приняли решение, что если надежды народа на возврат к привычному времени не оправдаются, они уедут из своих родных краев туда, где солнце светит гораздо дольше.